У вас появилась орхидея, посаженная в мох, и возник извечный вопрос, что с ней делать дальше? Может быть, ее нужно пересадить, чтобы быстрее дождаться цветения, или наоборот, не стоит этого делать? А если пересаживать, то во что и как? Зачем орхидее в мху обрезанная пластиковая бутылка? Бюджетные и очень небюджетные средства содержания орхидей в мху после покупки. Чем больше, тем лучше. Зачем корням орхидей нужна вентиляция? И чем ниже, тем крупнее. Как содержать, как поливать, когда и как правильно пересадить орхидею, купленную в мху? Вот тема сегодняшнего видео. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. В этом видео будет множество предложений со словом «если». Например, если вы новичок и если у вас созданы правильные условия для содержания орхидей. И если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это важно для канала и для алгоритмов YouTube. Ну а теперь к этим и многим другим вопросам видео, как всегда, подробно и обо всем по порядку. Орхидеи в мху чаще всего выращиваются в теплицах Азии, вот в таких пластиковых, мягких или силиконовых стаканах. Диаметр таких стаканов исчисляется в дюймах. Чем меньше размер, тем меньше растения в нем. В стаканчике диаметром 1,5 дюйма растение только после фласки. В стакане 3,5 дюйма взрослое растение, готовое к цветению или уже цветшее. Показываю сразу на конкретных примерах. На переднем плане 2 растения с размером горшка 2,5 дюйма, на заднем плане 3,5 дюйма. Все 3 не более месяца дома и все 3 до сих пор не пересажены, то есть моховой ком не нарушен. Но всех 3 я уже освободила от силиконового стакана. Итак, правило первое. Если вы новичок и если вы совершенно не понимаете, как содержать орхидею в мху, не торопитесь что-либо с ней делать. Достаньте орхидею из силиконового стакана и оцените состояние ее корневой системы. Сколько у орхидеи корней? Если у орхидеи нет корней или их очень мало, не тревожьте этот моховой ком, если вы новичок. Берем бутылку из очень прозрачного, очень тонкого и очень хорошо светопроницаемого пищевого пластика. Диаметр бутылки должен быть минимум на сантиметр больше диаметра мохового кома. Проделываем в этой обрезанной емкости огромное количество вентиляционных отверстий везде, и в дне, и по стенкам емкости. Не обрезайте бутылку слишком низко. Ее стенки должны поддерживать листья орхидеи в положении вверх. В данном случае орхидея встала плотно в этой емкости, несмотря на то, что она больше, чем диаметр мохового кома. Держится в емкости орхидея за счет листьев. При отсутствии видимых корней такую орхидею поливать в принципе не нужно. Достаточно поддерживать мох в едва влажном состоянии. Но даже если вы переувлажните этот мох, при таком количестве вентиляционных отверстий ваша посадка достаточно быстро просохнет и особого вреда орхидеи вы не причините. Поставьте орхидею во время адаптации в самое светлое место, которое найдете у себя дома, исключая попадание на орхидею прямых полуденных солнечных лучей. Задача минимум – дождаться активации орхидеи у вас дома, роста новых корней от ствола и новых листьев. Задача максимум – получить первое домашнее цветение орхидеи.
Во время адаптации, а обычно она занимает от 1 недели до 2 месяцев, орхидее не требуется ничего, кроме чистой воды. Но если вы неторопливы и хотите ускорить этот процесс, на помощь вам всегда придут природные помощники. О них я рассказываю в специальном плейлисте, который называется «Целебные снадобья для орхидей». Еще один очень бюджетный вариант адаптации подростка в мху у вас дома, и это пластиковый пивной стакан. Объем этого стакана 500 мл. Адаптация в пластиковом бокале с помощью фитиля отлично подойдет тем, кто собирается уезжать во время летнего периода. Во время такой адаптации моя орхидея в размере 2,5 не только адаптировалась, но и решила зацвести. Берем тонкий одноразовый стакан и проделываем в нем большое количество крупных и мелких вентиляционных отверстий. В нескольких местах подводим к моховому кому капроновые фитили. В моем случае их 3. О том, как сделать капроновые фитили любой длины и ширины, я рассказываю в отдельном видео на канале. Ссылку на это видео я обязательно оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Опускаем фитили в воду, и орхидею в мху можно вовсе не поливать. Фитили совсем справятся сами. А теперь посмотрите, как с помощью такой системы содержания на фитиле и в пластиковом стакане растут корни орхидеи во время адаптации. Какое количество корней! Обратите внимание, моховой ком не касается дна стакана. В этом месте нарастают корни орхидеи, образовывая гнездо. Эту орхидею в такой стадии активности вполне можно пересадить, но я не буду этого делать до окончания цветения. Несмотря на то, что в пластиковом стакане такие огромные вентиляционные отверстия, корни орхидеи не стремятся выбраться наружу. А все потому, что внутри горшка им есть что пить и есть чем дышать. Я обратила внимание, чем больше становится корней, тем выше в посадке растения. Корни, нарастая, выталкивают орхидею вверх. Это растение я в привычном смысле не поливаю совсем. Я просто добавляю воду в емкость, в которую опущены фитили. Испарины в стакане не боюсь, мох поддерживаю всегда во влажном состоянии. Напоминаю мудрость, доставшуюся нам от предков. Молодым орхидеям вплоть до их первого цветения просушки противопоказаны. Если купленная вами орхидея в мху в большом размере, пластиковая бутылка или бокал ей не подойдут. В большинстве известных маркетплейсов можно купить вот такие готовые вентилируемые емкости. Я не покупала эти горшки, наверняка это не очень бюджетный вариант, это подарок от участницы нашего телеграм-канала Валентины Волковой. Практика показала, что этот горшок очень полюбился орхидее в мху. Размер покупной емкости оказался чуть больше желаемого и больше, чем размер мохового кома, поэтому мне пришлось его закреплять в этой емкости. Разместив моховой ком по центру, я укрепила его в емкости с помощью крупного керамзита и деревянных палок. У этих емкостей предусмотрены отверстия для подвешивания, чем я и воспользовалась. На мой взгляд, переувлажнить мох в таких вентилируемых корзинах практически невозможно. Он будет всегда влажным, но не мокрым. Не бойтесь мокрого мха, бойтесь условий, при которых этот мох может навредить орхидее. Наша работа в телеграм-канале показала, что многие владельцы орхидей, даже не новички, не понимают, какими должны быть правильные и физиологичные условия для содержания орхидей. Созданию таких правильных и физиологичных условий на канале посвящено несколько видео, и все эти видео хранятся в плейлисте «Фаленопсисы. Вопросы по уходу».
Большинство проблем и болезней орхидей, их длительное нецветение, их долгая адаптация дома прежде всего и напрямую связано с недостатком солнечного света. Как только вы решите вопрос дополнительного освещения своих орхидей, дело незамедлительно сдвинется с мертвой точки. По каким признакам можно понять, что света вашей орхидеи хватает? На листьях, стволе и даже на корнях орхидей вы увидите специфический загар. Этот естественный пигмент может быть самого разного цвета, от желтого до фиолетового. И тут необходимо напомнить, что такой пигмент одномоментно получить нельзя. Орхидею нужно приучать к солнцу постепенно, точно так же, как вы приучаете свою кожу к загару после длинной зимы. Если неадаптированную дома и не приученную к солнцу орхидею вы сразу выставите на прямой солнечный свет, ничего кроме солнечных ожогов листьев вы не получите. Я приучаю свои орхидеи к естественному солнцу длительно, начиная от 15-минутного пребывания на открытом балконе и исключая пребывание орхидей на полуденном солнечном свете. Орхидеи загорают, но не сгорают. А теперь давайте поговорим, когда и как правильно пересадить орхидею из мха, если все же вы не хотите содержать орхидеи в мху. Первым и основным признаком того, что орхидею можно пересаживать из мха, является активация корневой системы растения. Дабы избежать прирастания новых корней к временной посадке, орхидею лучше вовремя пересадить. Самым доступным вариантом перехода из мха в другую посадку является пересадка из мха в мох. Тот мох, в котором вы купили орхидею, делается более воздушным и воздухопроницаемым, словно пух. После мягкого транспортировочного стакана орхидеи пересаживаются в стандартные прозрачные пластиковые горшки. В горшках, как всегда, проделывается большое количество вентиляционных отверстий, ведь все мы помним, что корни орхидей должны не только пить, но и дышать. Причем, чем ниже вентиляционное отверстие, чем ближе оно к дну посадки, тем крупнее его размер. Принято считать, что самыми сложными для адаптации дома являются орхидеи, купленные в мху в крупном размере. В качестве эксперимента я купила такую орхидею и пересадила ее сразу после покупки, без адаптации. Для пересадки я использовала горшок диаметром 14 сантиметров. В посадку, как всегда, добавила фитиль, а субстрат составила так: 2/3 мха, в котором я купила орхидею, и 1/3 кора хвойных пород деревьев мелкой фракции. Для улучшения воздухопроницаемости внутри посадки использовала кремниевит и пенопластовые шарики. Мох поддерживала всегда влажным с помощью микрополива. Мох именно влажный, с него не течет, при этом он не сухой, темный. Яркий свет, комфортные для орхидеи температуры от 18 до 24 градусов Цельсия и хороший воздухообмен. Результат не заставил себя ждать. Наверняка сейчас кто-нибудь обратит пристальное внимание на эти яркие винного цвета пятна. Это не заболевание, это тоже естественная пигментация растения, просто принявшая вот такую причудливую форму. Итак, в течение первого месяца после покупки и одновременной пересадки с адаптацией у орхидеи появился первый цветонос. Обращаю ваше внимание, что для адаптации и активации цветения конкретно у этих орхидей не использовались никакие растительные средства, исключительно чистая кипяченая вода. А это
Корни орхидеи тоже пересажены из-за мха в адаптационную посадку на 2/3 мха и 1/3 коры. Но на этой орхидее для адаптации и активации цветения использовалась настойка и настой из золотого уса или коллизии душистой. Поэтому, если вы хотите побыстрее и поактивнее, изучайте плейлист «Целебные снадобья для орхидей». Ведь этот результат после пересадки из мха в мох с добавлением коры и фитиля я получила всего за 3 с небольшим месяца. Более 15 новых корней от ствола, новый молодой лист и новое домашнее цветение. Точных и стопроцентных указаний, как правильно поливать орхидею во мху с пересадкой или без нее, дать вам никто не сможет, ведь все это зависит от конкретно взятых ваших условий. От ваших условий и от стадии активности орхидеи. Здесь надо учитывать следующее. Чем более орхидея активна, чем больше у нее растущих элементов, тем больше воды она поглощает. Если вы новичок и если вы сомневаетесь, начинайте поливать мох каждый день и по чуть-чуть с помощью метода микрополива. Для этого используйте спринцовку для носа объемом 25-35 мл, шприц или столовую ложку. С помощью такого полива доведите мох до влажного состояния и в дальнейшем постоянно поддерживайте его. Мох должен быть наполненным или напитанным водой, но вода с мха течь не должна. В разных регионах или даже в разных квартирах при разных температурах и разном уровне влажности мох будет просыхать по-разному, поэтому вы должны уяснить, в каком состоянии мох должен быть постоянно. Поддерживая такое состояние мха, вы очень быстро получите положительные результаты. Этим методом канала «Классика орхидейного жанра» по адаптации орхидеи во мху в домашних условиях уже не 1 год, и ими успешно пользуются зрители канала. Эти методы позволяют получать очень быстрые, буквально молниеносные результаты не только в адаптации орхидей дома, но и в их быстром цветении. И абсолютно неважно, где живет человек, который использует эти методы – на Дальнем Востоке, в Европе или в Сибири. Татьяна Егорова из сибирского города Кемерово купила орхидею во мху в феврале этого года. Она все сделала четко по инструкции. Обрезала бутылку из пищевого пластика, проделала в ней огромное количество вентиляционных отверстий. Поставила в обрезанную бутылку орхидею, не нарушая моховой ком. Закрепила моховой ком в обрезанной бутылке несколькими кусочками крупной коры. В течение месяца Татьяна получила первые результаты. Вот так подрос лист. Корешки раскуклились, пошли в рост. А вот и конечный результат еще через 2,5 месяца. Первое цветение подростка дома. Надеюсь, теперь вопрос «Купили орхидею во мху? Что дальше?» для вас не стоит. Как минимум первые 1,5-2 месяца, кроме обрезанной пластиковой бутылки или пустого пищевого одноразового стакана, вам больше ничего не потребуется, разве что кипяченая вода и много-много солнечного света. Но если вдруг у вас все еще остались вопросы по адаптации орхидеи во мху дома, вы их всегда можете задать в нашем одноименном телеграм-канале.
Ссылку на канал я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.